Всем привет, друзья! Сейчас в дизайне интерьера популярны ровные крашеные стены, но есть еще один материал, кроме краски, который может сделать ваш интерьер, ваши стены яркими, интересными и неповторимыми. Это будет только ваш интерьер. И сегодня в гостях в мастерской декоративных покрытий Плац++, и рассказать о декоративной штукатурке мне поможет Олеся. Всем привет! Меня зовут Олеся. Я создатель и руководитель лаборатории декора Плац++. И здесь, в этих стенах, рождаются новые интересные варианты декора для ваших домов и квартир. Я и наши декораторы создаем уникальные варианты отделки стен. Поэтому сегодня вы узнаете об этом значительно больше, чем знали до этого. На самом деле Олесю мы знаем уже очень давно. Мы уже много объектов делали вместе. Есть даже несколько обзоров на нашем канале, где есть декоративные покрытия, выполненные мастерами Олеси. Во-первых, на этот выпуск нас натолкнула вот эта стена, вот это декоративное покрытие. Мы делали обзор квартиры с этой стеной, и было очень много вопросов. В комментариях просто разрывало, что это такое, как это сделать. Расскажите, пожалуйста. И мы решили сделать вот отдельный выпуск про декоративные покрытия. И сегодня мы расскажем вам про эту стену. Смотрите внимательно. Плюс была еще стена, где художник красиво расписывал на ботанике. Роспись. Тоже да, это тоже всех впечатляет, но действительно это индивидуальная работа мастера, и она делает ваш интерьер полностью уникальным. Сегодня мы еще расскажем вам о самых частых вопросах, связанных с штукатуркой. Олеся большой специалист, и все эти вопросы будут сняты, поэтому с вашим декоративщиком вы будете говорить на «ты». То есть вы не будете говорить с ним на «вы» больше, вы будете знать все ответы на все вопросы. В общем, хватит говорить, давайте уже показывать. Погнали. Давайте. Мы покажем вам 5 приемов, как оформить стены с помощью декоративной штукатурки. И начнем с базового приема. Я думаю, что многие о нем знают. И это не венецианская штукатурка, потому что многие маляры говорят: так это же венецианочка. Да, конечно, я 100 лет уже делаю венецианку. Я говорю: ребят, венецианка уже осталась в 90-х, пожалуйста. Вот здесь на самом деле вот у вас вообще нет ни одного образца именно вот той самой венецианки. Венецианская штукатурка есть, но это частный случай, когда мы делаем имитацию под мрамор. Только тогда мы ее используем. А вообще в целом для фоновых стен вообще нет. То есть венецианочка уже немножечко отошла. Для меня венецианка — это вот что-то такое очень грубое, намазанное, какой-то супер тяжелый люкс. Да, такое традиционное итальянское. Бывают такие интерьеры, мы все-таки в Санкт-Петербурге, здесь есть у нас замечательный старый фонд, да, и бывают такие объекты музейного типа, я их называю. Ну, если говорить о современном дизайне, то она ушла уже немножко в прошлое. Наверное, 95% наших интерьеров — это все-таки современный дизайн, поэтому мы показываем покрытие, оно называется шелк. Да, именно так. Шелковое покрытие с имитацией шелковой ткани выглядит очень впечатляюще, и люди очень любят это покрытие. Оно им понятное, оно очень красивое и подходит для различных типов интерьера. Мне нравится в массе оно не давит, то есть оно здесь, эта стена же это шелк, да? Да, вся стена выполнена в фактурном шелке. Вот здесь вот драпе, такое очень деликатное. Также бывает вот такое классическое нанесение, тоже очень оно красиво смотрится и изящно подчеркивает особенность вашего интерьера. По сути, один и тот же шелк может быть в разных техниках. В зависимости от того, каким инструментом мы наносим, получаем совершенно разный визуальный образ. На самом деле Олеся очень сильный специалист, она может, мне кажется, бесконечно рассказывать про свои любимые материалы, поэтому мы попробуем все-таки, я буду ее успокаивать, чтобы был краткий обзор. Шелк — это все-таки самый понятный, самый простой материал. Давай уже покажем более модный и интересный. Но шелк — это база, которую я, конечно, всем рекомендую. Это базовый вариант отделки стен и, в принципе, очень популярный и до сих пор. То есть мы работаем с этой техникой и до сих пор. Но хочется рассказать про другие, потому что сегодня ты мне показала очень яркий, интересный следующий базовый прием. Давай уже к нему перейдем. И наше следующее модное покрытие называется замша. Хотела вас познакомить с этим новым и интересным покрытием. Сейчас оно набирает обороты, и оно, в отличие от шелка, матовое, абсолютно матовое. То есть там у нас перламутровый был эффект, который мы сейчас наблюдали. Здесь матовый, глубокий, очень приятный эффект замшевой ткани. Здесь вот можете наблюдать, это все выполнено в замше в разных техниках. Вот этот фон, котики, все вот эти образцы и вся стена вот этого шафранового цвета, это все покрыто замшей. Эффект уникальный, потому что он дает возможность создать такую мягкую, очень камерную атмосферу. На самом деле все, кто смотрел мое видео про теплый минимализм, должны помнить, что базовый принцип теплого минимализма — это отсутствие любого глянца, каких-то дешевых, блестящих вот этих пластмассовых поверхностей, а вот эти глубоко матовые текстуры, они
во-первых, создает текстуру, которая очень приятна глазу. Я прям тактильно чувствую, что да, какой-то приятный... Она и тактильно достаточно приятная. Приятный материал, который создает вот именно ощущение вот тепла, уюта домашнего. Это супер модно, супер актуально, конечно. Да, именно за счет того, что нет светоотражательного эффекта, он очень постоянный и очень приятный. То есть и цвет он никак не изменяется. Ну и вот можем наблюдать на этой стене, здесь вообще эффект винтажной замши. Очень актуальный, и сейчас мы его осваиваем, делаем новые техники, пробуем как раз-таки с дизайнерами, экспериментируем. Насколько вообще это сложный материал, вот в отличие от того же шелка? Потому что я знаю, что шелк это вообще очень простой материал, именно в нанесении, во всем. Ну, как вам сказать, он достаточно сложный именно в объеме. То есть маленький образец может сделать каждый человек, по идее. А вот в объеме он достаточно сложный, потому что это уже материал нового поколения. Он с полимерными частицами, которые нужно правильно нанести, он высветляется. То есть чтобы не было эффектов пятен, да, то есть чтобы он гармонично смотрелся, нужно большой опыт. То есть мастер-декоратор, как раз-таки наша команда, да, он делает именно вот то, что невозможно сделать обывателю, то есть который в этом не разбирается. То есть этому нужно учиться, получается? Нужно, конечно, обязательно. И это профессиональные инструменты, это опыт многолетний, ну и, соответственно, и умение подобрать правильный цвет, опять же, то есть тоже очень важно. То есть мы все это делаем, Ну, получается, типа, не повторяйте это дома, это все выполнено профессионалами? Конечно. Создать это на стене очень сложно, потому что нужны аккуратные стыковки, то есть это переходы. Получается, это непростой материал все-таки? Непростой материал. По поводу замши еще хотела сказать, что это прежде всего фоновый материал. Он создает общий облик вашего помещения, но при этом было бы идеально дополнить его каким-то акцентом. И именно об этом мы сейчас расскажем. Первым акцентом, конечно же, является любимый многими бетон. Часто, когда у нас какая-то ровная квартира с ровными стенами, мы делаем одну бетонную стену, либо какой-то бетонный объем, например, камин, либо что-то такое ТВ-зону в объеме. Она всегда очень выигрышно и интересно смотрится, но я смотрю, здесь совершенно разные бетоны, и от такого мрачного, брутального серого бетона сейчас мы уходим в более какие-то теплые материалы. Да, на самом деле бетоны сейчас также актуальны, как и раньше. Если рассматривать стиль лофт вообще, можно, конечно, сделать все стены в таком духе, но это уже не очень актуально на данный момент. Да, вообще не актуально. Лофт умер уже. Да, это такой моветон небольшой, да. Соответственно, сейчас мы предлагаем в виде акцентных стен интересные бетонные варианты. Есть классические черные, антрацитовые, серые, привычные, достаточно понятные. И самое актуальное – это теплые варианты. То есть такие в духе бохо больше, какой-то эко-стиль. Соответственно, все они здесь у нас представлены. И они выглядят очень свежо, актуально, современно. Ну, как мы там с ребятами называем, есть какой-то вот такой добрый бетон, и есть прям злой, мрачный. Да, есть какой-то гранж такой, в принципе, такое тоже делаем до сих пор. Есть варианты, когда вся квартира выкрашенная, и мы делаем потолок. Кстати говоря, мы делали такой объект, собственно говоря, с вами. Вот и там был потолок, сделанный с рустовкой. То есть вся квартира как просто крашеная. Да. Никаких декоративных стен там больше не было. Только вот перекрытие. И это тоже очень красиво, это своеобразный акцент и изюминка этого интерьера. У меня просто были случаи часто с заказчиками, когда у нас в проекте бетонный потолок, и я говорю, мы нарисуем вам бетонный потолок. Они говорят, зачем, у нас и так плита. Вот. Но я говорю, что у вас под потолком будет километры проводов, мы это все подошьем, и у вас будет ровный гипрочный потолок. Конечно же, мы бетон нарисуем. И нарисуем красивее, чем было изначально. Потому что вот у себя в спальне, например, я оставил бетон от застройщика. Но мне просто повезло, что он такой более-менее красивый. И то не весь. Да, не всегда он Не всегда. Бывают очень некрасивые подтеки, ржавчина. Это все просто будет смотреться ужасно. Поэтому бетон лучше нарисовать такой, как вам нужен. Да, создать его специальным инструментом, руками профессионального декоратора. В отличие от тонкослойных декоративных покрытий, которые мы рассматривали, шелк и замша, этот декоративный материал, он уже более трудоемкий в работе, и это уже наносится исключительно кельмой, металлическим инструментом, и это трудозатратно, то есть это намного сложнее и по времени дольше наносится. Но тут есть свой плюс, зато не нужна какая-то специальная, очень хорошая подготовка. И это огромный бонус, потому что всех интересует всегда, как готовить стены. И вот здесь подготовка может быть самая обычная, как под обои. И мы создаем вот эту фактуру, и она прощает недостатки стен, и это огромный плюс вообще этого покрытия. Сразу же вдогонку задам вопрос, а насколько сложнее рисовать бетон на потолке, чем на стенах?
О, хороший вопрос. На самом деле есть коэффициент повышающий ровно в 2 раза больше по работе стоит. То есть материал будет стоить одинаково на стены или на потолок, но по работе в 2 раза больше, потому что все помнят, как вот это вот вешаем шторы или еще что-то, руки вверх, просто нереально больше 4 часов работать на потолке, поэтому очень сложно, трудоемко и, собственно, материал сыпется сверху на тебя, то есть это такое Я зрелище сразу не вспоминаю почему-то Сикстинскую капеллу, да, художника, который они лежа. Да, они убил же себе это здоровье делают. полностью там. Да. Леса вот такие вот делают еще специальные, поэтому это очень трудоемко. На стене значительно проще. Поэтому оставляйте бетонных застройщиков. У меня дома живет кот с огромными когтями, и я знаю, что штукатурка, она гораздо более устойчива к внешним воздействиям. Это правда? Вот с бетоном какая история? Это правда. И с бетоном, и с любой фактурной штукатуркой. Вообще животные, они очень любят своими вот этими огромными когтями цеплять, допустим, обои или там какую-то тканевую обивку, они любят значительно больше. Здесь они теряют интерес просто к стенам, потому что... Проскальзывает? Просто им нет удовольствия такое твердое, износостойкое покрытие, которое очень сложно повредить. То есть у животного нет удовольствия, поэтому нет желания просто. Вот и все. Это очень частый вопрос от заказчиков, и у многих и крупные собаки бывают. То есть мы делаем порой в коридорах, потому что собака просится просто на улицу гулять, вот эти вот лапки везде на стенах. Здесь выдерживает. Я представляю огромную собаку, такого белого самоеда в грязи, да, всего, который пришел домой и отряхнулся. Вот с водой тоже будет все хорошо? Вот с водой будет все хорошо, и с грязью все можно отмыть, потому что, и мы даже сегодня проведем такой эксперимент, и чуть позже покажем. Ну, собак мы приглашать для этого не будем, то есть мы тут какими-то средствами уже подручными можем там отмыть от этой стены кофе, пятна там от вина, все что угодно. Ну, то есть если собака отряхнется... Это находка для уборки получается. Ну, конечно, это будет очень практичная стена. Давайте проведем эксперимент. Мы выбрали светлое фактурное покрытие, и сейчас мы увидим наглядно, как это все можно отмыть. Будем использовать свежесваренный черный кофе. Юля, мой проектный менеджер, вам сейчас покажет, как это все происходит. Так. Ну, дадим этому пятну какое-то время пожить на покрытии. Вот, представляем, что вы случайно опрокинули чашку свежесваренного кофе. Это может быть красное вино, это может быть нутелла на руках ребенка, все что угодно. Соответственно, немножко ждем, чтобы оно тут как-то себя проявило. И сейчас будем отмывать обычной губкой посудной. Ну, рекомендуется светлой делать, мы это будем делать зеленой, но ничего страшного. И, соответственно, отмываем обычной водой, без всяких средств. Просто протираем. И все, вот она, влажная уборка. Ну, соответственно, мы видим, что очень легко пятно у нас отмывается. И это все благодаря специальному финишу, который нанесен на декоративную штукатурку. И точно так же в жизни, когда на стене появится такое вот недоразумение, можно легко это исправить. С бетонами все понятно, но они все равно относительно плоские. Давай покажем интересные, яркие примеры именно объемной штукатурки. Давай. На самом деле, все, кто любит джапанди, знают, что очень часто используют вот это прием как мазанка, знаешь, когда делают прямо все стены вот такими неровными, не идеальными, в стиле ваби-саби, такое все сложное, и это тоже можно использовать. Но мы сейчас говорим об акцентах. Как добиться вот такой объемной штукатурки? Это очень интересно смотрится. Да, это очень эффектно смотрится. Можно сделать одну какую-то акцентную стену, будь то квартира или загородный дом. Можно ее сделать с очень выраженной фактурой, как здесь. У нас часто просят, я хочу скалу. Эффект скалы, да. Это сейчас самый вообще распространенный запрос – скала. Она достаточно сложно делается, и она дорогостоящая. Если говорить по сравнению с другими покрытиями, да, о которых мы сегодня уже рассказывали, она, пожалуй, самая дорогостоящая. Если, допустим, хочется создать визуальный эффект, но при этом нет возможности сделать вот эту большую фактуру, потому что в обычной, да, квартире мы создаем визуально очень выразительно, красиво, но уже не такую высокую фактуру, просто она может подниматься там на 2, допустим, сантиметра, не больше. И смотрится так же красиво, так же эффектно. Ну и дальше уже там цветом, конечно, мы добиваем какие-то интересные истории, создаем благодаря таких темным оттенкам.
Есть очень интересная у нас ноу-хау, то есть Мне мы очень создали понравилось. сейчас, да, фактуру, она очень легонько так смотрится, современно, воздушно, и она подходит как раз-таки для джапанди, для каких-то эко-стилей. Мы назвали ее попкорн. Вот, она выглядит очень выразительно, и настолько она приятная, тактильна. Вот, и у нас сейчас она прям, ну, такой новичок среди наших образцов. И постепенно, Но опять же, да. она не блестит, она такая Она матовая. совершенно не блестит, она абсолютно матовая, и благодаря этому можно ее смело использовать и в крашенных интерьерах. Также можно создавать вот тот замшевый фон, да, про который мы говорили. То есть она очень сдержанная и очень актуально выглядит. Вообще. Ну да, то есть у вас интерьер сразу наполняется какой-то интересной текстурой. И вот если это смешать, я просто сразу представляю, если это смешать с какими-то интересными тканями, с деревом, это просто вообще будет бомба, конечно. И еще один важный момент по поводу штукатурки. Есть вот, например, панели специальные, которые имитируют скалу, но у них никогда будет не сделать красивый стык. Да, вообще очень много сейчас разных производителей предлагают различные панели, 3D-панели в виде скалы, какого-то орнамента. И вот все, кто занимается монтажом этих штук, они, конечно, совершенно не понимают, как сделать стык невидимым. Это Никак. невозможно. Он будет То есть трещать? он будет виден, да, конечно. А в данном случае мы можем сделать совершенно бесстыковое на любой стене, любого размера, ну вот любое покрытие, то есть будь то скала или попкорн. В этом и суть вообще декоративной штукатурки, что она не имеет своих стыков, ни как обои, ни как какие-то панели. То есть она делается единым полотном и создает ощущение цельности. Самый частый вопрос, который нам задают заказчики, которые пишут в комментариях, это, конечно же, уборка и пылесборники. Вот я просто сразу представляю, когда люди увидят вот эту штуку, они спросят, да здесь же будет куча грязи, здесь будет куча пыли, как это все убирать? То есть что с этим делать? Да, это мой самый любимый вопрос от всех заказчиков, без исключения, можно ли мыть покрытие. Вообще любое покрытие можно мыть, будь то гладкое, да, про которое мы говорили, но вот это особенно всех волнует. Каким образом удалять пыль, грязь со временем? Вот в данном случае мы покрыли вот это вот все уже готовое, да, изделие, мы покрыли специальным полиуретановым лаком. То есть он совершенно неубиваемый. Он подходит для влажных помещений, потому что вот этот образец конкретно в зону отдыха рядом с хамамом. То есть там смена влажности происходит, температура непостоянная, и протирать можно, мыть даже можно, хоть под давлением, хоть из шланга. То есть ничего не будет с этим покрытием. Поэтому вопрос практичности, вот он здесь решен. Друзья, не переживайте, все продумано за вас. Вопрос от строителей и для строителей. Какой должна быть подготовка стены для декоративной штукатурки? Для декоративной штукатурки, если она имеет выраженный фактурный слой, нужна подготовка как под обои. Все строители ее знают, это Rotband и LR. Все, на этом можно остановиться. Очень тщательно подготавливать не нужно, если это у нас про фактуру идет речь. Если мы говорим про тонкослойные покрытия, это шелк, замша, любые тоненькие материалы, то там, конечно же, подготовка как под покраску. Тщательная, деликатная, и там Rotband, LR, шитрок. То есть финишная, мелкозернистая штукатурка должна быть на стенах, идеально белая, без черкашей, вот здесь. Иначе любая полоска будет видна. Иначе будут видны недостатки просто. А фактурная штукатурка, она скрывает недостатки, мелкие во всяком случае точно. Пятый способ нанесения – это трафареты. Вот это самый яркий, интересный прием. Заказчики называют это банановые листья. Вы видели его в одном из наших интерьеров. Он вызвал просто массу вопросов. И Олеся специально подготовила нам пошаговые прям выкрасы, чтобы показать вам, как эта красота создается. В первый день мы переносим декоративную штукатурку на стену. Мы наносим тоненько, просто первый слой, перетягиваем. Для этого нам понадобится целый день. Она высыхает полностью. Затем на второй день мы приходим и монтируем трафарет, но предварительно мы его создаем. Вот такой трафарет создается на плоттере. Вот, цифруется любое изображение. В данном случае мы именно на примере наших листиков вам показываем. Потом вручную чистится. Вот, это достаточно просто. Вот самое простое – это чистить трафарет. Очень залипательное действие. Потом мы этот трафарет уже готовый переносим на нашу штукатурку. Вот видите, и здесь мы его полностью переносим при помощи монтажной пленки. И после этого оставляем на стене. И мы переходим к самому последнему этапу, самому важному, когда уже перенесена вся наша трафаретная история на стену.
Мы покрываем декоративной штукатуркой в еще один слой, даем немножко ей подсохнуть. После этого снимаем трафарет, видите, где у нас узор, здесь был трафарет. Мы его снимаем и прорабатываем каждый элемент. И, соответственно, после полного высыхания наносим декоративный лак прозрачный, и после этого красота готова. Таким образом мы получили вот эту огромную красивую стену. Обратите внимание, что здесь все вот эти углы, фасочки проработаны, то есть это прям очень трудоемкая работа мастера, то есть вот все это нужно было обработать, потому что иначе бы это было некрасиво и неаккуратно. И этот рисунок можно по сути масштабировать на огромную стену, на любой объем, и рисунок также может быть совершенно любым. Вот прием очень крутой, и я считаю, что это вообще бомба, конечно. И я хотел еще сказать, что с помощью декоративной штукатурки можно изобразить натуральные материалы, то есть, например, мрамор, либо дерево, все что угодно. Конечно, можно, и это вполне себе реально. Мы можем с визуализацией взять любой вид мрамора, будь то колоката или какой-то вообще рисунок с прожилками, и создаем это вручную. Работает художник, естественно, да, в данном случае. И это вручную при помощи интересных, таких профессиональных инструментов создается в несколько слоев. Рисунок читается вглубь, и все это покрывается венецианочным воском. То есть в данном случае мы работаем с венецианской классической итальянской штукатуркой. Это единственная венецианка, которая вот нормальная. Ну да, мы ее используем только для имитации мрамора. Больше практически никогда она нам просто не пригождается. Я хочу сказать огромное спасибо Олесе за такой подробный, интересный рассказ. Но у меня еще один важный вопрос остался. Как понять, что мастер по декоративной штукатурке хороший? Вот как обычному человеку, который никогда с этим не сталкивался, как проверить, какие вопросы нужно задать, чтобы понять, что мастер хороший? Ну, тут ответ один, я так думаю. Обратиться к профессионалам своего дела. Допустим, к нам. Вы очень подробно мне все рассказали, но если человек в другом городе, например, что ему делать? То есть, что спросить? Или надо идти смотреть работы? Как понять? Ну, лучше, конечно, мы на самом деле занимаемся подбором декоративных покрытий и консультируем даже людей в других городах. И вполне себе это реально, и вы можете обратиться к нам, либо к любому, другому салону, который занимается профессионально именно декором. И тут очень важно работать с правильными мастерами, с правильными материалами, использовать профессиональные инструменты. Ну и тут важно опыт. Именно опыт людей, которые будут наносить это все на ваши я понимаю, стены. что здесь, конечно, главное, это тоже какое-то авторское видение. Авторское видение, да. И прямые руки. И прямые руки, да. И это можно проверить, наверное, только посмотрев вживую, мне кажется. Ну да, поэтому я вообще с удовольствием принимаю гостей, не только дизайнеров, да, архитекторов, но и заказчиков, которые хотят посмотреть, как это выглядит, которые хотят посмотреть, потрогать. И я их приглашаю к нам. Я оставлю ссылочку под видео на ребят, там будет понятно, как вас найти и как к вам попасть. Спасибо огромное. Именно так. Спасибо вам. Сейчас не работает монетизация, поэтому если хотите поддержать наш канал, наше следующее видео, то ссылочку на наш Boosty я оставлю в описании. Обязательно переходите на все наши социальные сети, там очень много всего для вашего вдохновения. Поддержите видео лайком, пишите ваши комментарии. До скорых встреч, друзья. Пока-пока. Пока.